В детстве Анджелина была очень худенькой девочкой, но из-за неправильного питания, а может и болезни, она стала стремительно набирать вес. В свои 22 года девушка достигла 150 килограмм, несмотря на свой вес. Девушка была очень доброй и отзывчивой и могла выполнить любую работу, несмотря на трудности. Но из-за лишнего веса она попала в достаточно непростую ситуацию. Анджелина никак не могла найти работу. Сколько бы она ни искала, везде следовал отказ. Сложно найти работу с таким огромным весом, даже имея хорошее образование. Всем только подавай стройных и красивых девушек. Однажды Анджелина в очередной раз вернулась домой. Заплакав, девушка легла на кровать и спросила: «Мама, почему? Люди так относятся ко мне». После чего мать ответила: «Я уже говорила, что тебе стоит сесть на диету, но ты меня никогда не слушаешь. Никто не примет тебя такой, какая ты есть. Проснись уже». Анджелина провела дома около месяца в депрессии от того, что у нее ничего не получается в жизни. Она уже много раз пыталась худеть, но всегда срывалась. Ее подруга пыталась утешить ее и усердно искала ей работу. По прошествии времени она сказала ей: «Я нашла подходящую для тебя работу. Тебе стоит попытаться, не сдавайся». Анджелина послушалась свою подругу и отправилась в одну из известных компаний, где она должна была устроиться на должность, связанную с финансами, так как имела профильное образование. Но все пошло как обычно, руководитель финансового отдела не хотел принимать ее на работу, но когда Анджелина зашла в кабинет, чтобы доказать, что она справится с любыми трудностями, и она очень нуждается в этой работе, в кабинет вошел молодой мужчина, лет 25, который был одет в темный строгий костюм и очень хорошо выглядел. Услышав, что она не подходит им, он отозвал руководителя отдела в сторону и тихо сказал: «Тебе стоит дать ей шанс. Нам здесь абсолютно не важны внешность и вес людей, главное — способность и желание работать. Я вижу, что она трудолюбивая девушка, нам нужны такие кадры». Руководитель отдела согласился с доводами молодого человека, он дал Анджелине возможность показать себя, и девушка уверенно прошла экзамен и доказала, что она достойна работать на этой должности. После чего, выйдя из кабинета, Анджелина увидела в коридоре этого симпатичного парня, подошла к нему и сказала: «Не знаю даже, что сказать. Огромное спасибо за то, что вы помогли мне. Благодаря вам я теперь работаю в этой компании». Молодой мужчина ответил: «Вы отличный работник и будете полезны нашей компании. Кроме того, вы очень красивая девушка, и вам стоит больше ценить свой внутренний мир». Девушке было очень приятно услышать эти слова. Такие приятные комплименты она не слышала долгие годы. После этих слов у девушки появилась уверенность в себе. Анджелина начала работать в новой компании и быстро показала себя отличным финансистом. К тому времени она узнала, что молодой человек, благодаря которому она смогла устроиться на эту работу, был хозяином этой компании. Зная активы компании, Анджелина была просто в шоке. Как в такие годы можно было сколотить такое огромное состояние? По истечении времени ее уверенность в себе быстро исчезла, потому что все в офисе смеялись над ней и называли ее толстой. Однажды она услышала, как ее коллега в соседнем кабинете сказал: «Эта девушка похожа на бегемота». Другая девушка ответила: «Да, она просто вылитая свинья. Не думаю, что кто-то возьмет ее замуж». Один парень сказал: «У нее никогда не будет детей, если она не похудеет». Эти слова больно ранили девушку. Она, расплакавшись, побежала в свой кабинет. По коридору шел хозяин данной компании, увидев, как к себе в кабинет со слезами на глазах забежала Анджелина. Он подошел к кабинету и услышал плач девушки. Не выдержав, он постучал и вошел в кабинет. Увидев заплаканную девушку, он начал утешать ее. «Я знаю, почему вы плачете. Не обращайте внимания на то, что говорят окружающие. Пусть они себе злословят. Вы должны сконцентрироваться на себе и любить себя. Не слушайте никого.
Вы очень красивая девушка и заслуживаете всего самого хорошего в жизни». После того, как девушка успокоилась, парень предложил: «Мы можем погулять после работы». Анджелина, недолго думая, согласилась, и они провели отличный вечер вместе. Томас объяснил девушке, как ему досталась такая огромная компания, что его родителей уже нет в живых, так как они погибли в автокатастрофе, оставив его одного. Томас, пообщавшись с девушкой, почувствовал симпатию. Для него всегда было важнее всего внутренний мир людей. Молодые люди стали чаще проводить время вместе, и Томас чувствовал, что стал влюбляться в девушку. Он решил признаться ей в любви, но боялся. Это всегда сложно признаться кому-то в любви, особенно если человек потерял уверенность в себе из-за лишнего веса. Томас сказал: «Анджелина, я чувствую, что влюбился в тебя и не могу без тебя жить. Понимаю, что ты не поверишь мне, но это правда». Как и сказал Томас, девушка не поверила ему, но все обдумав, она поняла, что это действительно любовь. Смущенная, она сказала: «Дай мне время, чтобы все обдумать». Томас ответил: «Думай столько времени, сколько нужно». Прошло несколько дней. Девушка не знала, что же делать. Ее брало какое-то сомнение. Она не хотела быть брошенной. Но подруга посоветовала ей: «Дай ему шанс, видимо, он и правда тебя любит. А что касается твоего веса, тебе нужно сесть на диету и заняться собой. Я помогу тебе». Анджелина ответила: «Я уже пыталась придерживаться диеты, но всегда сдавалась. Я не понимаю, почему он меня любит, если я совсем не такая, как все эти красивые девушки в офисе. Я толстая, неуклюжая, без одышки, не могу пройти. И 50 метров», — думала она. «Почему он меня любит?» Подруга ответила ей: «Он любит тебя, а не только то, как ты выглядишь. Он любит твой внутренний мир, и это самое важное». Девушка согласилась дать Томасу шанс доказать свою любовь, и он был очень счастлив. Наконец настал день, когда он сказал: «Я хочу жениться на тебе». Подумав, Анджелина ответила: «Это очень серьезный шаг. Я не могу взять на себя такую ответственность». На самом деле девушка переживала, что она такая толстая, и не хотела как-то смущать своего будущего мужа. Но Томас настоял, и Анджелина ответила: «Я согласна». Но также она добавила: «Я думаю о том, что скажут люди, когда увидят нас вместе». Томас ответил: «Это проблема тех людей, которые судят по внешности. Но мы преодолеем все вместе». Томас и Анджелина через некоторое время поженились. Они не стали устраивать большую свадьбу и пригласили только близких родственников и друзей. Они опубликовали свои фото в социальных сетях, а их друзья оценили их. Но случилось неожиданное. Фотографии пары стали вирусными. Их стали публиковать в разных группах со слоганами «Внешность не главное». Люди смеялись над фотографиями. Прошло немало времени, пока об этих фотографиях наконец стали забывать. Но все это сильно повлияло на Анджелину, и она решила для себя сесть диету и заняться спортом. Она понимала, что у нее наконец появилась цель. Во-первых, она хотела порадовать мужа, который увидел в ней самые лучшие качества, несмотря на ее вес. И самое главное, она хотела иметь детей. А лишний вес и расстроенный гормональный фон делали беременность практически невозможной. Это было нелегко. За 1,5 года она потеряла почти 70 килограмм своего веса. Девушка ходила в тренажерный зал, ела только полезную пищу и каждое утро делала зарядку. Затем стала заниматься бегом, когда вес пошел вниз. Анджелина смогла похудеть и изменить свое тело. Она выглядела очень стройной и красивой девушкой, как когда-то и мечтала. Кто бы мог подумать, что этой девушке удастся изменить свою фигуру, а в дальнейшем и свою жизнь. В скором времени Анджелина забеременела, когда она сообщила об этом Томасу. Он был очень рад и счастлив. В дальнейшем у этой счастливой пары появился на свет мальчик, семья, и сейчас живет счастливо вместе. Эта история показывает, что благодаря силе воли и труду
Можно всегда достичь результата. Да будет нелегко, но только так можно что-то изменить. И это касается не только веса, но и любых целей в жизни. Также очень важно понимать, что какой бы ты ни был, всегда найдется человек, который будет любить и ценить тебя, но очень часто мы не замечаем таких людей и тянемся к тем, кому мы не нужны. На этом все, друзья. Обязательно делитесь этой невероятной историей. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Пока.